Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня покажу одежду, купленную из секонд-хенда. Попробую собрать несколько образов. Надеюсь, вам сегодняшний ролик понравится. Вся одежда, обувь, аксессуары и бижутерия – все куплено в секонде за копейки. Ну и Сережа, конечно, в сегодняшнем видео будет активным помощником. Так что давайте приступим. И первое, что хочу вам показать, это вот такая рубашка. Она свободного кроя, она объемная. Когда я ее купила, на рубашке были плечики. Плечики мне пришлось убрать, потому что мне это дает какую-то квадратную форму. Ну и сейчас поближе покажу саму рубашку. Отлично скроена, отлично сшита. Есть подозрение, что это винтаж. Ну, судя по плечикам, конечно. Очень аккуратные швы. Ткань очень приятная. Классический принт, длина и все, что касается кроя, просто великолепно, отлично. Ну и, конечно же, причина, по которой я купила эту рубашку, не только в отличном крое, но и состав ткани. Видите, сама этикетка срезана, я не знаю, чье производство, но это стопроцентный район. Ткани район – это натуральное волокно, которое прошло химическую обработку, и натуральная ткань проверена временем. Очень люблю я этот состав и покупаю часто именно одежду именно вот из ткани район. Она ноская, она быстро сохнет, она очень дышащая, легкая и не мнется. Вот все основные, скажем, достоинства этой ткани. Ну, как я уже сказала, Сережа сегодня будет активно помогать, особенно в первой части видео, так что давайте не будем на него отвлекаться. И попробуем собрать образ на основе этой рубашки. Попробую использовать вот такие активные бусы. Это бусы собраны так плотно, как будто это прям гроздь какая-то вот таких ягод черных, но, мне кажется, очень хорошо легла именно вот эта бижутерия по форме горловины, повторила очень хорошо. Ну и, конечно, можно использовать вот такой черно-белый браслет, тоже такая вещь универсальная. Очень легко к такому черно-белому принту подобрать какие-то аксессуары. Ну вот тут черно-белое и не ошибешься. Конечно, к этому образу я использую обувь. Обувь это новая, совсем вот вчерашняя моя находка. Это босоножки, шлепанцы, да, но это натуральная кожа с таким напылением под бронзу, прошита, не скользящая подошва из дорогого магазина, даже в ношенном состоянии, вернее, я смотрела их на eBay и на Etsy, вот эту обувь, конкретно эту модель, и цены начинаются от $40. То есть я даже не знаю, сколько такая обувь стоит в магазине. Необычный очень каблук, устойчивый, комфортный, но такой необычной форме. Кстати, они мне достались в отличном состоянии, нет никаких повреждений, там сбоек или что-то, но обувь очень комфортная. Внутренняя часть тоже выполнена из прессованной натуральной кожи, и это очень мягкая стелька, несмотря на то, что все-таки каблук имеется, но они очень удобные и очень комфортные. И, как я уже сказала, форма каблука интересная. Ну, вот видите, вы напыление показываю под бронзу. Они вроде как и коричнево-черные. В общем, оттенок такой универсальный. Обувь, думаю, что буду использовать часто в носке. Уже попробовала ходить по дому. Они очень удобные. Такой необычная форма каблука. Видите, как будто бы немножко изогнутая такая форма. Ну, тоже интересно. Необычность в этом что-то такое вот есть. Но попробовала походить в них дома. Они действительно очень удобные, комфортные. И, скажем, нога не выскальзывает, очень классная. Ну, давайте попробуем усложнить этот образ с помощью вот такого жилета. Это жилет обычно классический, на подкладе. Но хочется именно сделать более таким образ строгим, что ли. И вот так вот выглядит с жилетом. Напишите
как вам этот вариант. Попробовала подобрать сумку. Ну, можно, конечно, и маленькую сумку, мелкая сумка. Хорошо подходит именно к мелкому принту, так что можно и мелкую сумочку тоже. Так, Сережа не угомонится, хочет внимания. Прошлое видео он проспал, потому что видео снимала утром, а сейчас вечер, и он активизировался, выспался и теперь требует внимания. Ну, он устанет, он получит свою порцию внимания и отстанет от нас. Ну, давайте вернемся к образу. Также можно использовать и какую-то крупную сумку, вернее, более крупную сумку. Ну, обычная вот эта сумка от Fossil из натуральной кожи. Тоже я ее иногда ношу. Она вместительная, удобная, мягкая, комфортная. Ну и как поход на работу вполне себе вот этот образ, думаю, подходит. Попробовала изменить немножко силуэт. Взяла широкий ремень. Ремень тоже из стесненной натуральной кожи. Я вам в прошлом видео его показывала. Ну, вот так вот немножко силуэт придала, но решила, что для этого образа бижутерия слишком тяжеловато. Попробовала взять что-то более легкое, элегантное. И это бусы из Мурана, стеклышки бусины Мурана. И мне кажется, он более такой легкий, не будет утяжелять. И так вот именно акцент на поясе и что-то еще. Если тяжелое на шею, то будет как-то слишком спорить между собой. Так, Сережа хочет и серьги попробовать. Ну, в общем, серьги взяла вот такие простые, тоже квадратные стеклянные бусины. Кстати, вот эти серьги я сконструировала, сделала сама. Так что какие-то интересные, если бусины встречаются мне в находках антикварных винтажных украшений, бижутерии, различных ломах, я их тоже в дело пускаю. Ну, вот такой образ. Напишите свое впечатление, как вы считаете, можно ли это использовать или нет. Попробовала взять сумку. Ну, кстати, вот все сумки, особенно мягкие, не жесткой формы, которые долго не используются, в частности, вот эту сумку я давно не использовала, они, конечно, немного теряют форму, их стоит чем-то наполнить, и они, как сказать, форму свою первоначальную приобретут. Но следующий образ хочу представить вашему вниманию. Это поменяла я блузу, это легкая, из легкого трикотажа вот такая блуза, она объемная, но очень красивый цвет. Мне кажется, слишком грубо смотрятся именно вот эти украшения с этой такой нежной блузой. Попробовала подобрать что-то подходящее. У меня есть браслет идеально по цвету, совпадающий с этой блузой. Ну и давайте будем отталкиваться именно от вот этого нежного браслета и попробуем сделать образ более легким. Я показываю, мои дорогие друзья, как с помощью бижутерии, каких-то нескольких изменений, нескольких шагов, и образ в корне может поменяться. Вот из такого сложного, тяжелого образ может превратиться в более легкий, романтичный. Показываю вам серьги, которые хочу использовать. Это серебро мексиканское с гелиотисом. Легкий, такой подвижный дизайн, и будет на себя внимание отвлекать. Если использовать, скажем, вот такие подвижные активные серьги, лучше не использовать никакое украшение на шею, так, чтобы акцент был именно на браслет и вот на серьги. Ну, давайте попробуем поменять серьги, и вы увидите, как поменяется образ. Использовать в этом образе я взяла вот такие серьги, это тоже стеклянные бусины из, по-моему, тоже Мурана, но идеально по цвету, совпадающие с оттенком самой блузы. Давайте усложним образ с помощью вот такого летнего пыльника. Это как бы курточка, не курточка, рубашка, не рубашка, но это натуральный лен, очень легкая, комфортная. Если слегка прохладно летом, то это просто идеальный вариант. По цвету хорошо все сочетается, бижутерия вроде как не мешается, но хочется образ немножко оживить, чтобы он не был таким плоским. Взяла вот такую акцентную сумку, которая, кстати, хорошо сочетается с обувью. Вот такой блеск бронзовый на обуви и такой блеск на шопере сумки. Она мягкая, она вместительная. Мешок картошки, наверное, туда может поместиться, но она очень такая комфортная, приятно ее носить, ощущать, она комфортная. Ну, давайте попробуем поменять образ с помощью бижутерии. Попробую взять вот такие крупные акцентные бусы. Это натуральная кость и какой-то металл, наверное, медь или бронза, ну что-то вот такое коричневое по оттенку. Конечно,
эти бусы очень акцентные, хорошо сочетаются с обувью, но, конечно же, серьги сюда никак не подходят. Конечно же, и браслет такой нежный к этим таким акцентным бусам не подходит, поэтому поменяю я и браслет. Браслет взяла тоже в коричневом оттенке, такие листья, это тоже винтаж или антикварный даже браслетик, эмаль с рисунком очень интересным. Но вот сочетание голубого коричневого хорошо, мне кажется, оживляет образ. И вот акцент на этом колье, даже непонятно, что это на самом деле, но хорошо связывает именно обувь, сумку и вот колье как завершающий момент. Ну и, конечно, браслет. Я уже сказала, сочетание голубого и коричневого, бежевого, оно очень удачно и как выигрышно смотрит. Поближе хочу показать вам вот этот активный элемент украшения, бижутерию. Следующий образ более простой, легкий, рубашка, вроде бы обычная рубашка, но она имеет такой деликатный блеск. Кстати, она из совсем дешевого магазина Time True. В самом магазине подобная рубашка стоит, наверное, не больше $10. Ну и в секонде она мне досталась за $2. Но она такая комфортная, мягкая и очень красивое сочетание оттенков и деликатная нитка серебра люрекса, да, так хорошо облагораживает эту рубашку и не дает ей вот быть какой-то такой жесткой. Все швы аккуратно прошиты. Конечно, в первую очередь я смотрю на отделку, выворачиваю вещь наизнанку, смотрю, как обработаны швы изнутри. И здесь по составу катон 99%, и вот как раз 1% нитка, это вот 1% чего-то, да, что не является катоном. Очень приятная, удобная рубашка, можно как вторым слоем ее носить, так и первым. На голое тело, кстати, она тоже очень классно по ощущению на тело. Вот как вполне себе вариант на каждый день, но вот такую акцентную крупную клетку я решила немножко смягчить бижутерией, и это серебро с фианитами и натуральный камень, забыла название. Это комплект, кольцо тоже такое нежнейшее с бабочками, но по оттенку хорошо совпадает с оттенками на рубашке. Следующий образ хочу показать такой более, что ли, не деловой даже, а на работу, немножко утепленный, ну так, чтобы все было гармонично. Подобрала к рубашке в горошек такое нежное украшение с синими бусинами, и сочетание белое с синим, мне кажется, очень хорошо тоже работает. Вот к такому нежному образу не обязательно и серьги подбирать. Следующий образ состоит из вот такого жакета, джемперочка, кофты, не знаю, как это назвать, но такая вещь интересная сама по себе. Это отделка из кожи. Подозреваю, что это искусственная, конечно, кожа, потому что она такая тонкая и легкая. И отличная обработка со всех сторон. Тоже магазин не из дешевок. И покупал я ее тоже в секонде за $3, по-моему, доллара. Ну и здесь, конечно, вот по составу есть полиэстер. Сама ткань трикотажная, легкий трикотаж, мягкий, комфортный, очень такой подвижный, эластичный, но и, конечно, такой интересный принт. Отделка выглядит очень хорошо, вот эти две полочки акцентные тоже хорошо удлиняют фигуру, но к этой блузе, я думаю, стоит поменять бижутерию. Взяла тоже принтованную бижутерию, и это тоже у меня комплект, вот такие бусы. И браслет тоже акцентные вещицы, но я люблю немножко утрировать вот такой принт леопарда, он как бы выглядит более таким акцентным, поэтому с этими украшениями, мне кажется, вот это жакет, блуза хорошо тоже смотрится. Но, как видите, вот черный основной первый слой, он предполагает и какие-то черные украшения. Ну, мне кажется, что-то вот такое более интересное сюда больше подходит. Мои дорогие, жду ваших впечатлений, напишите свое мнение. Подобрала вот такие серьги, это натуральное стекло, хорошо сверкает, сияет, но форма такая классическая, обычная черная. Попробую в этом образе сделать акцент на черном, то есть вот поддержать первый слой так, чтобы именно
принт леопарда, он был, как сказать, единственным в этом образе. Ну и попробую подобрать колье. Сюда я также взяла вот такую гроздь из натуральных стеклянных бусин. Тоже они классные, фурнитура хорошо совпадает с оттенками на блузе. Вот такой образ получился, мои дорогие друзья. Жду ваших впечатлений. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.